Приветствую вас! Как ни странно, мне очень нравится ковыряться в автомобильной электронике. Нет, не в тех блоках, что выпускают автоконцерны и устанавливают свои автомобили, а именно в той электронике, которая производится огромным количеством фирм, компаний, предприятий, то есть начиная от автосигнализации и заканчивая какими-нибудь блокировками, какими-нибудь приблудами для тюнинга и прочими устройствами. Мне всегда нравится в них ковыряться, и я всегда ожидаю какого-то чуда, и буквально после вскрытия корпуса понимаю, что чуда не будет. То есть набор микросхем, он, в общем-то, постоянный. Это в 99% случаев микроконтроллер от ST Microelectronics, это известные всем чипы от компании NXP, то есть трансиверы CAN и LIN интерфейса, ну и традиционное, в общем-то, построение блока питания по импульсной схеме DC-DC преобразователя, что прекрасно справляется с фильтрацией автомобиля, помех, которые существуют на шине питания автомобиля. Мне повезло, и один из подписчиков этого канала дал мне целую горстку различных блоков, начиная от сигнализации и кончая обходчиками иммобилайзеров, в которых я в течение сегодняшнего видео и буду ковыряться. Сразу спойлер, что особо интересного там не будет ничего. То есть, кому нравится ковыряние вот в такого рода устройствах, добро пожаловать, а остальные, уж извините, господа, но здесь сегодня будет просто открывание автомобильных коробочек. Я не особо знаком с историей успеха компании Starline, но вот где-то с 2009, наверное, по 2014 год мне их оборудование очень нравилось. То есть и сигнализации, и все то дополнительное оборудование, что они выпускали для тюнинга электрической части автомобиля, действительно мне было очень глубоко симпатично. Я даже какое-то время был их установщиком и имел неплохую скидку. И, разумеется, у меня был вот такой вот маячок Starline M10 M11, несмотря на то, что я не знаю, по каким-то причинам компания не пишет, что это маяк, по сути, они указывают, что это устройство. Это является именно маячком, который позволял или через GSM-сеть отправлять пользователю информацию о его местоположении автомобиля, то есть определялось это по GPS, или по технологии LBS, когда определяется по базовым станциям, простой аналог триангуляции. И можно было определить, где находится автомобиль, можно было взаимодействовать с этим устройством. Тут была целая такая серия команд, достаточно интересно был построен интерфейс между устройством и пользователем. И я, честно говоря, даже в одном из своих устройств, когда я делал GSM-монитор, модуль информирования, я использовал полученные данные о том, как это лучше всего настраивать, как вести диалог с пользователем. То есть у меня была очень похожая система, как организовано было общение и настройка при помощи SMS-команд. И здесь надо еще отдать должное, у Starline очень честное, на мой взгляд, было руководство. Я это заметил уже спустя годы. Смотрите, ресурс комплекта батарей, и они не указывают в каких-то часах, в каких-то сутках. Они говорят, не менее 500 смс-сообщений с координатами. То есть, действительно, ребята посчитали, сколько энергии будет затрачено на активацию GPS, на активацию GSM-модуля, и сколько примерно можно будет это отправить. На мой взгляд, это честнее, чем некоторые указывают в годах или в месяцах. Были, конечно, и непонятные вещи. Например, у этого модуля здесь в конце есть упоминание о том, что у него есть некий кабель расширения, но тут же говорят, я не понимаю, почему нельзя было поставить какой-то нормальный преобразователь питания внутри этого модуля, даже пусть на 1 кубический сантиметр, увеличив его объем. Нам же говорят, нет. Тут есть разъем, куда вы можете подключать некое устройство, смотрите, плата преобразователя внешнего питания. Эту плату даже я, как установщик, достать не мог в самые лучшие времена Starline. И стоила она каких-то сумасшедших денег, но тем не менее, она позволяла подключить внешнее питание и еще, по-моему, 1 или 2 внешних сигнала. Вход дополнительного канала и вход тревоги.
Тем не менее, мне казалось устройство действительно очень удобным, и оно у меня даже до настоящего времени сохранилось, причем сохранилось в рабочем виде. И вот вы можете увидеть этот Starline M10, двухэтажная такая вот конструкция, на первом этаже все отведено огромное место под SIM300. Это такой вот трехдиапазонный GSM-модуль, и смотрите, правильно стоящий, развернутый к корпусу микрофончик. Для него было сделано отверстие, то есть вполне себе запись звука. SIM-карта, защита. И вот на втором этаже видите блок питания, причем достаточно такой серьезный блок питания, микроконтроллер, микросхема памяти, и на чипе QLED это GPS-навигатор собран на таком вот чипчике. Собирается все это достаточно примитивно, но с другой стороны вполне надежная такая вот двухэтажная конструкция. Ну вот можно взглянуть и под микроскопом. А вот этот QLED, не знаю, модуль уже давно не выпускается, поэтому никакого толка в нем нет. Вот этот вполне себе такой серьезный и мощный блок питания, микросхемка, ну, скорее всего, что она будет EEPROM каким-нибудь для хранения данных. Так, ну и микроконтроллер от Mega 328P, то есть вполне себе мы имеем дело с такой нормальной и полноценной Arduino. Что вот справа за место для установки какого-то чипа, мне так и не удалось выяснить, ну, хотя особой ценности это все не имеет. Ни один из модулей здесь уже не выпускается. Так, и здесь вот можно видеть, что микрофон напрямую подключен к радиомодулю. То есть, да, они используют, у радиомодуля есть свои цепи для работы с капсулями. Там, конечно, особого усиления не будет, но вполне вы можете получить такой вот съем данных о звуках, происходящих в вашем автомобиле. И вот, с одной стороны, конечно, пора бы уже проститься, что там этому блоку. По-хорошему, больше 10, уже 11 лет. Пора бы уже проститься, помахать рукой и сказать: все, прощай, Starline, прощай, M10, M11. И так бы я, наверное, и сделал, если бы не вот это вот потрясающее совпадение, как они, однако, похожи вот внешне. Даже вот я бы сказал, что они сильно близнецы и братья. А что это у меня такое? А это Xkeeper Invis Duos. Смотрите, какое потрясающее устройство. Это автономное спутниковое устройство для определения местоположения. Прям вот маяк. Что только не умеет. 2 сим-карты различных операторов. Огромное время автономной работы. Да, про честность, присущую Starline, можно, конечно, забыть. И у нас 3,5 года это шедевр. Ну и вот можно действительно видеть устройство, смотрите, которое потрясающим образом похоже на Starline M10, ну, единственное, что здесь есть существенное отличие, это вот, я так вижу, выключатель. Ну и второе, это все-таки есть слот для 2 сим-карт, то есть действительно это может и неплохо сработать. Плюс, конечно, люди, смотрите, сделали и наклеечку, и что только. Давайте посмотрим на это поподробнее внутри, что же здесь. И вот на первый взгляд как бы совпадение полное, но не все так просто. Смотрите, плата нижнего ряда немножечко модифицирована под крепление, есть выключатель питания, и уже даже отсюда видно, что радиомодуль существенно меньше по размерам, и блок питания перекочевал на первый уровень вот этого вот этажерки. Здесь Телит, более мелкий по размерам модуль. Появилось большее количество контактов, связывающих этажи между собой, и тому есть объяснение в виде сим-карты, которая теперь уже имеет 2 слота, то есть нужно больше ножек тянуть. Микроконтроллер стал меньше по размерам, мы еще увидим, что же там за микроконтроллер, и вот появилась еще какая-то микросхема, я так понимаю, что какого-то рода контроллер питания, на котором они пытаются экономить электроэнергию. Вот у нас, ну, во-первых, я только увидел, какие здесь огромные и мощные светодиоды стоят. Зачем такое? Как бы ладно, 1, 2, 3, ну, видимо, индикация состояний. Сброс, еще какой-то разъем, скорее всего, для программирования. Вот он, держатель сим-карт. Так, тут у нас только отметка, непонятно, что за антенна. О,
А это у нас QuickTel L70, очень неплохой модуль навигационный, весьма хорошая цена, его кварцевый резонатор. А вот у нас микроконтроллер. Так, кто это? Господа, так это LF26K22, это пик, это микрочиповский пик, вполне хороший микроконтроллер. Если я ничего не путаю, то у него должно быть достаточно низкое энергопотребление, и в принципе он шустренький. Да, вполне хороший микроконтроллер для такого применения вполне может быть использован. Почему нет? Но в остальном я вот не вижу на печатной плате чего-то такого, чтобы вот зацепиться и сказать вау-эффект, но вот его у меня нет. Этот Elite GL868, как-то странно сделанный, как-то странно спаянный модуль вот питания. Тут такое впечатление, что что-то уже перепаивали. Ну, хотя, ладно, может быть, просто так припой оплавился. Ну, и вот так. Ничего особенного. Я так понимаю, что это микрофончик, скорее всего, здесь был именно крепился. Так. Designed in Italy, made in China. Это, конечно, шедевр. После такого все можно сворачивать. Но больше в этой вот конструкции ничего такого особо интересного и замечательного я, честно говоря, не увидел. Есть вот такая фирма, это питерская, насколько мне известно, контора, Автофон.ру. И они уже, наверное, лет 10 испытывают дефицит идей. Почему дефицит идей? Ну, потому что если мы зайдем в контакты, то мы сразу вот тут увидим следующее. Приходите к нам, совместно обсудим ваши проекты и предложим рекомендации. Ну, я не знаю, какие они рекомендации предложат моим проектам, но тем не менее. Окей. И они вот выпускают маяки, причем маяки такого вот бюджетного, я бы это назвал, сегмента для автомобилей. Почему я вообще заговорил про эту компанию? Потому что мне попал автофоновский в руки маяк, и он старый маяк, он времен 11-12 года, и выглядит он вот так. Да. Это, на мой взгляд, самая полная копия маяка Starline. Ну, точнее так даже. Я не буду утверждать, что это маяк именно Starline. То есть, непонятно, кто у кого эту идею позаимствовал. И позаимствовал ли, не было ли вот источника еще какого-то. Но они близнецы-братья. Такое впечатление, что сошли с одного конвейера. Несмотря на то, что оба эти маяка выпущены в 2011 году, начинка автофона, мягко говоря, поинтересней. Те же самые два конденсатора по питанию, потому что действительно модуль прожорливый. Но модуль интересный. Это QuickTel M10, и он реально лучше по своим характеристикам. Ну вот некоторые элементы дизайна. Starline развернул динамик, автофон его оставил так, и нету специальной прорези, кроме как вот звук должен просачиваться там, где провода. А вот второй этаж, ну, почти полностью идентичный, я бы даже сказал, что полностью. Как говорится, найдите 10 отличий. Вот. Их здесь попросту не существует. Вот, по-моему, единственное, номинал дросселя. Ну, вот так все остальное совпадает. То есть, абсолютно невозможно сказать, кто же на самом деле автор этой идеи. И если вот взглянуть на микроконтроллер, то это все та же от Mega 328P. Ну, вполне его достаточно для того, чтобы реализовать всю логику и определение координат и отправки смс. Вполне это возможно. Ну вот инструкцию, кстати, на автофон я не видел. Интересно было бы на нее взглянуть. Ну и дата производства май 2011 год. Примерно тогда же, когда я и покупал модуль Starline'овский M10, M11. То есть такое впечатление, что, может быть, вообще была какая-то еще организация, которая делала им всем и распространяла эти устройства. Тем не менее, тут уже это не определить, уже это как бытность. Так, стоп. Я тут уже во время монтажа, у меня тут уже была истерика. Итак, перед нами модуль CZ Satellite аж 2018 года, то есть это не 2011 год, в таком, смотрите, шикарном корпусе, корпус действительно просто великолепен, это и монтажная пластина, и он сам по себе герметичный. Давайте откроем внутрь и посмотрим такое вот удивительное развитие инженерной мысли. Вот так, открываем модуль, и тут есть, да, аккумуляторная, ну уж не знаю, аккумуляторный или батарейный отсек, и вот некая
некое устройство, которое мы сейчас и посмотрим. Да, это 2018 год, это уже не сильно похоже на устройство, показанное буквально несколько минут раньше. Я, честно говоря, снял этот аккумуляторный пакет, я все пытался определить, аккумулятор это или батареи, то есть что здесь стоит, но мне в итоге жалко его стало резать, и я не стал углубляться вглубь этого процесса. Я просто его приклеил назад и дальше попытался изучить печатные платы, которые находятся в корпусе устройства. Здесь это вот все-таки 18 год, подтверждает наклейка, и этот пакет из двух плат, он фиксирован винтами в корпусе, то есть он так просто не болтается, и его нельзя так просто снять. Сейчас я его сниму, и мы чуть-чуть больше продолжим. И вот вынимаем такую этажерку из двух печатных плат. Первое, что бросается в глаза, то, что здесь есть на отдельной вот такая печатная антенна в виде отдельной платки. Это, конечно, серьезно улучшает качество сигнала, но вот разобрать этот бутерброд возможности нет, он просто спаян куском разъема. Но, тем не менее, это не помешает посмотреть и узнать хотя бы на каком микроконтроллере это все у нас выполнено. Мои попытки заглянуть внутрь бутерброда успехом не увенчались. Можно увидеть только две вещи, что это микроконтроллер от Microchip, тот же пик, как и в одном из предыдущих показанных маяков, и то, что связной модуль используется все-таки симком. А какой именно симком, мне так и не удалось выяснить. Есть, к примеру, автомобили BMW. После того, как их продает первый владелец, который ее купил с автосалона и покатался какое-то количество лет, она серьезно дешевеет и попадает в руки молодым людям, которые мечтают ее тюнинговать, заменить там сиденье, еще что-то улучшить, то есть поставить какую-то музыку. Соответственно, огромное им требуется количество всевозможных устройств для этого тюнинга, там всевозможные имитаторы, шин и так далее. Ну вот этому посвящено на самом деле очень много и сайтов, и описаний, и схем подключения, но везде смысл сводится к одному и тому же. Это некий CAN-адаптер, имеющий минимальную память, который объединяет, ну, как правило, это блоки управления музыкой, блоки управления сидениями, то есть создает некую такую специфическую дополнительную CAN-шину. И у этого есть производитель. Вот, господа из, по-моему, Зеленограда, они продают вот такие имитаторы шины. Ну, вот, например, для 7-й E-серии, да, для возможности подключения сидений комфорт в другие автомобили. 5000 рублей. Есть устройства и подороже, ну, тут за 10 тысяч рублей что-то организующее. Ну, то есть, вот для такого вида автомобилей и такого вида тюнинга устройств бывает очень много. И вот можно посмотреть на вот этот серия Е, на вот устройство, или как это назвать, модуль эмуляции CAN-шины. То есть, по сути, представляете, до чего мы дошли? Теперь банальному сиденью или там каким-то часам для того, чтобы начать выполнять прямую свою функцию, им, видите ли, хочется спросить разрешение у автомобиля, а можно ли это сделать. И, конечно же, по сути, вот такой вот контроллер, он является схемотехнически устройством очень примитивным, и он даже проще, нежели там банальный CAN-фильтр. То есть, здесь просто идет эмуляция шины CAN, и по этой шине данный контроллер рассылает какие-то пакеты, соответственно, и отзывается на запросы сиденья или, может быть, часов, то есть просто эмулирует для них более дорогой, более совершенный автомобиль, чем, собственно, и заставляет эти элементы работать, ну, и выполнять свои функции. И вот можно видеть, что здесь есть собран импульсный блок питания. Ну, действительно, он лучше всего переживет сеть бортового автомобиля. TJ1055 – это очень хорошо зарекомендовавший себя трансивер шины CAN от компании NXP. Такая вот, скажем, классика. И микроконтроллер STM32F107, тоже весьма адекватный микроконтроллер для такого вот применения. То есть в связке получается, что на этом железе можно построить как весьма хороший CAN-фильтр, так и вот здесь, как и в этом случае, эмулятор какого-то шины. Ну вот можно видеть, что здесь есть еще место и
для каких-то явно кнопок, для каких-то индикаторов. То есть, скорее всего, что есть много модификаций этого устройства для тех или иных задач вот по тюнингу, скорее всего, они выпускаются, и можно тут строить различные схемы. Ну, вот вполне себе годное, надежное железо, которое способно работать, можно сказать, годами без каких-то вот нареканий. То есть, схема здесь сделана, конечно, весьма неплохо. А вот как раз перед нами классический такой представитель CAN-фильтров. CAN-фильтр – это такое вот устройство, которое подключается в разрыв CAN-шины, и оно используется для корректировки потока данных, которые передаются от одного устройства, ну, к другому, так скажем, к потребителю. Благодаря CAN-фильтру можно модифицировать там неправильно передаваемые данные или наоборот некоторые данные, чтобы не дошли до центрального блока управления вашим автомобилем. CAN-фильтров существует огромнейшее множество, но еще больше людей хотят заполучить прошивку CAN-фильтра. Ну, действительно, потому что в самом железе, в самой вот железной реализации нет ничего сложного. Это микросхема питания, два приема передатчика, соответственно, для левой и для правой части. Здесь они построены на такой вот самой распространенной TGA-1042 от NXP. Ну и, соответственно, микроконтроллер, который осуществляет фильтрацию или, наоборот, вот подмену как-то данных, внося в эти данные какие-то коррективы. Ну, вот здесь используется STM32F205, достаточно распространенный, шустренький и, в общем-то, прекрасно подходящий для таких целей микроконтроллер. И, конечно, вся здесь тайна вот этой фильтрации – это в том, насколько хорошо разработчик познал интерфейс CAN и может с ним работать быстро, потому что автомобильные CAN-шины, в общем-то, работают на достаточно высоких скоростях, и плотность передаваемых по ним сообщений достаточно высока. То есть, ты должен обеспечить своим устройством минимальную задержку сигнала, это раз, и все-таки фильтрацию достаточно большого нагруженного потока данных, что, в принципе, вполне является задачей такой осуществимой, и это уже больше, так скажем, программистский вот какой-то программистский фишечка. Вот типичный представитель перед вами на экране, и, в общем-то, здесь больше о нем рассказывать нечего. Тут основное и самое интересное, что происходит в CAN-фильтре, происходит внутри его микроконтроллера. Остальное приемопередатчики подключены стандартно. А вот достаточно интересное такое устройство. Это модуль старта запуска двигателя с обходчиком штатного иммобилайзера. Как пишут на коробке, разработка это канадская, а собрано устройство в Китае, собственно, как и большинство всего, что есть электронное на нашей планете. И действительно блок, с одной стороны, вот я, конечно, не любитель иммобилайзеров, точнее, обходчиков иммобилайзера. С другой стороны, понятно, что в блок вложено достаточно много усилий и таких вот капитальных. Все-таки 4000 автомобилей и, возможно, и больше он поддерживает и может к ним адаптироваться, это многого стоит. Значит, давайте откроем этот корпусочек. Достаточно удобный. Тут есть и крепление, и разъемов так по-богатому стоит. То есть, видно, что у него как бы продумывали устройство. Вот, на стяжечке можно закрепить на автомобиле. Давайте мы его сейчас откроем. Достаточно легко вскрывающийся корпус. И посмотрим, что у нас за начинка. Тут вот сразу я смотрю, там и реле есть, и еще что-то. Такая вот плата, усеяна мелкими дискретными компонентами, на которых собрана вся вот, так скажем, логика, точнее, даже не логика, а схемы защиты входов. Так, микроконтроллер здесь, понятно, это что от Mel. Какой? 90CAN64. Достаточно мощный камень. Так, рядышком с ним, что это у нас? Это компаратор 29 какой-то там. Так, это преобразователь питания. Еще один, я так понимаю, что скорее всего, что здесь будет еще один компаратор. Давайте мы сейчас в этом убедимся. Да, 2901.
А рядышком вот с релюшечкой стоит такая реле себе на 12 вольт. Для чего, честно, не знаю, чем оно там управляет. Ну, скорее всего, и есть как раз коммутация цепей запуска. Ага, а вот это с красной такой отметочкой, это на самом деле Texas Instruments Counter-Receiver SN65 HVD 251. Такая микросхемка, и вот она, видимо, и работает с коншиной. Так, ну, остальное здесь, наверное, особого интереса не представляет. Это всевозможные там транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы, предназначенные для того, чтобы защитить эту схему от различных там импульсов, помех, бросков напряжения и прочего, приходящего по внешним цепям, и сделать, точнее, гарантировать долгосрочную такую много-много лет работу этого модуля. Вот, я не стал вдаваться вот в какие-то детали, как они обходят штатный иммобилайзер. О, так они сделали разъем программирования. Он, так, давайте, да, он на обратной стороне от как раз таки микроконтроллера. Ну вот, ну сделайте рядышком с ним какие-то вот отверстия для того, чтобы зацепиться. Ну, видимо, они на стенде на каком-то эту плату прошивают. Да, плата май 16 год. Вот такая себе вполне симпатичная игрушка. Я не стал вот вдаваться в логику работы, не стал лезть в прошивку. Ну вот, есть и есть. Наверное, это обусловлено тем, что у меня нет особой любви к обходчикам иммобилайзера. А теперь давайте взглянем на достаточно такое интересное устройство. Призрак 510 – это такой достаточно специфический иммобилайзер. Суть в следующем. Это устройство, где-то здесь вот есть. Да, он подключается к доступным в автомобиле кнопкам и, соответственно, умеет блокировать запуск двигателя, умеет при помощи коншины воздействовать на сигнализацию встроенную, умеет закрывать двери, умеет закрывать, поднимать стекла, люки на некоторых автомобилях. И здесь очень просто. То есть, как его деактивировать, это набрать пин-код доступными в автомобиле кнопками. То есть, в зависимости от модели, те или иные штатные кнопки будут установлены, и этим можно воспользоваться. Ну, я уж не знаю, насколько устройство соответствует тем деньгам, за которые его продают, но тем не менее, давайте рассмотрим, что у него внутри. Вот такой малозаметный корпус маленький. Мне очень понравилось, как они сюда интегрировали изящно этот разъем. Несмотря на достаточно большое количество контактов, он не смотрится каким-то громоздким, не смотрится хлипким. То есть, все достаточно надежно и красиво сделано. В корпусе вот есть вот такое небольшое утолщение, и там есть прорезь, через которую будет слышен звук достаточно мощной встроенной пищалки. Ну вот сейчас откроем этот корпус, и можно будет посмотреть немножечко подробнее. Печатная плата, часть элементов отсутствует, однозначно, что она одна на несколько устройств, и что-то тут есть возможность дополнять. В принципе, ничего такого вот нового и интересного здесь нет. Радиочипов нету. Видимо, есть какая-то версия вот этого устройства для того, чтобы можно было и там телефоном или еще чем-то деактивировать, или наоборот, может быть, настраивать. Ну вот нет у меня желания в этом копаться слишком глубоко. Но, тем не менее, давайте вот посмотрим. Тут плата, между прочим, явно очень плохо отмыта. Действительно, есть много вариантов расширения схемы. Но вот здесь не хватает явно какого-то или силового элемента. Так, что, давайте уже будем потихонечку смотреть. Но это не сильно интересно, что это и как это. Это, скорее всего, что-то связано с преобразователем питания. Я даже не буду копаться. Вот такой вот силовой диод здесь что-то делает. Так, вот здесь очень интересным образом построены схемы работы с внешними клавиатурами. То есть, все равно же надо ей, этому блоку контроля, надо взаимодействовать с клавишами, установленными в автомобиле. И я так понимаю, что не всегда это делается через коншину. Так, это рядом с микроконтроллером. Это микросхема памяти на самом деле. Насколько я понимаю, это SPI флеш. Да, скорее всего, это SPI-ная флешка. Сейчас мы, ST Microelectronics, автор этого творения.
45PE16, это 16 мегабит, значит, получается. А вот справа от флешки, вот это у меня вызвало, конечно, массу вопросов, что там должно было быть установлено. Я так понимаю, что это мотор-драйвер. И да, здесь уже даже без какого-то вот приближения видно, что процессор, это мой любимый F303, я очень люблю этот маленький, но достаточно мощный камень. Здесь вот я начал как-то говорить, что здесь действительно очень интересная схемка, куча операционных усилителей, и они при помощи вот такой достаточно сложной схемы взаимодействуют с внешними кнопками, которые сюда можно подключить. Вот я, к сожалению, не видел никогда этот вот иммобилайзер, установленный на автомобиль, но тем не менее, вот этот блок мне достаточно интересен. И вот видно, что есть блок расширения прямо для работы. Здесь однозначно один из чипов это или микроконтроллер, или трансивер, второй однозначно усилитель мощности, и вот видно, что здесь даже вот устанавливается типа баллона для того, чтобы связаться с антенной. Ну и зачем-то вот отдельно разъем программирования, или это может быть тестовые отверстия внизу. Ну, вот как бы это единственное устройство, и оно мне слабо интересно, поэтому особо глубоко я тут копать, с вашего позволения, не буду. Я уже только при сборке заметил, что достаточно неплохо корпус сделан, то есть очень-очень четко выпилы не только под разъем, но и вот, как вы видите, крышечка, ограничивающая попадание сюда пыли через USB разъем, то есть она так его отгораживает от всех остальных элементов на печатной плате. Ну что ж. Есть вот такая компания NAV Telecom. На самом деле мне очень симпатичны вот все решения в области контроля, мониторинга, транспорта, перевозок. То есть, действительно, на мой взгляд, это такая большая ниша для интересного оборудования. И есть у них вот такое вот оборудование для GLONASS мониторинга транспорта. Здесь, как вы видите, 2G модем, да, 2G еще жив, свой, правда, небольшой, но все-таки аккумулятор, поддержка SD-карт, защита по питанию, ну, в общем, вполне себе сделали ребята такое рабочее устройство, которых, я не спорю, на рынке очень много, но, тем не менее, вот у них есть своя реализация. И, по сути, они сделали достаточно такой универсальный прибор. То есть, у них есть, смотрите, и возможность тревожных кнопок. Ну, то есть, помимо вот традиционного, как то датчики уровня топлива, что здесь надо отдать должное, тут помимо классического дута, который имеет там резистивный выход, здесь есть и по RS-232 возможность подключать, и 485, то есть ты вполне можешь использовать некие промышленные датчики. Помимо этого традиционного здесь можно заметить, что есть микрофон, то есть прослушивание, общение можно проводить. Ну, на самом деле, ведь это сделать несложно, если у тебя есть обычный радиомодуль, ну, имеется в виду GSM-модуль, то в нем, как правило, есть выход и на динамик, и на усилитель, и, соответственно, вход для подключения микрофона. Есть у них здесь блокировка некая, скорее всего, что будет запуска двигателя. Ну и вот универсальные входы, как то от термодатчиков, от контактной площадки, ну, имеется в виду One Wire Interface. Да, вполне себе неплохо. Ты можешь контролировать удаленно, не выключил ли водитель рефрижератор, не выключил ли он холодильник, не экономит ли он топливо, не портит ли он перевозимые продукты. То есть, вполне такой вот богатый по интерфейсам модуль. И, с другой стороны, нет, видите, ничего лишнего. То есть, все строго и по делу. Звук, предохранительные тревожные кнопки, оповещающие, универсальные входы и, собственно, управление какими-то устройствами. И помимо этого, как вы видите, еще можно подключиться к коншине и что-то почитать из коншины, возможно, продиагностировать. Ну, продиагностировать вряд ли, а вот сообщения об ошибке и о текущей скорости вполне себе можно посчитывать. Ну, это уже насколько будет, так скажем, фантазия разработчиков. Давайте взглянем внутрь этого прибора.
Ну, что традиционный корпус для тех компаний, кто может себе позволить разработку собственных корпусов. 3 разъема. Один для специфического оборудования типа 232 интерфейс, CAN 485. Маленький еще один разъем на динамик, микрофон и все, что будет подключаться в кабину. И вот всякие входы-выходы на 3-й большой разъем. Помимо этого 2 SMR разъема для GSM антенны и для приемника навигационного сигнала. На фронтальной панели прибора тут аж целых таких 3 ярких достаточно светодиода. Один свидетельствует о работе, ну там же подмигивание идет модуля GSM во время работы, некий системный, ну вот как бы пульс показывает, что мы живы, ну и, соответственно, наличие навигационной информации. Ну, скажем, больше это, конечно, важно для тех, кто это устанавливает. Внутри печатная плата с двухсторонним монтажом. Монтаж достаточно такой вот средней, я бы даже сказал, плотности. Они постарались его сделать с учетом необходимых вообще и зазоров и прочего, чтобы можно было хоть какое-то напряжение выдержать по входам. Ну, кстати, входы неплохо у них все-таки защищены. Здесь вот меня очень заинтересовал. Я забыл, честно говоря, что есть вот такие замечательные разъемы для сим-карт. Я не знаю еще, где их можно достать, но у меня есть проект, куда вот такой вот крендл, даже несмотря на свою цену, он идеально бы подошел. Здесь надо заметить, что в этом устройстве есть 2 разъема для сим-карт. Один, вот вы видите, вот сейчас сверху, он выталкивает сим-карту в кроватке, и ее можно вытащить из устройства, не вскрывая корпус. А вот второй разъем находится ниже, на другой стороне печатной платы, и там сим-карту можно извлечь только вскрывая. Ну вот можно посмотреть блоки. Слева блок питания, отдельно выделяется радиомодуль с какими-то вот креплениями для антенн, но это мы еще выясним. Вот у нас модуль для сим-карты и SD-карточку тоже можно внутри установить вот в такую достаточно интересную кровать. Вот нижнюю сим-карту и SD-карту можно извлечь только если открыть модуль этого вот мониторинговой системы, этой мониторинговой системы. Так, и вот здесь внутри есть на 800 мА такой замечательный аккумулятор. Уж не знаю, честно говоря, насколько его хватает при отсутствии бортовой сети. Ну и давайте посмотрим на внутреннее устройство немножечко. Меня заинтересовали вот эти вот 2 микросхемы TPC8228. На самом деле это спаянные мосфеты, N-канальные мосфеты на 60 вольт. Ничего такого примечательного особо нет. Также на плате вот здесь можно их видеть. Вот VP104 это CAN трансивер. И вот сейчас на экране RS-232. Это обычный RS-232 для того, чтобы связываться с датчиками топлива и прочей аппаратурой навесной. Так, ну и вот здесь есть еще одна микросхемка, в принципе, ее можно даже не смотреть, скорее всего, что это окажется какого-либо рода память. А нет, я даже угадал. Это 64 мегабита флеш-память. Не помню, кто это, вот автор и производитель этого всего. Микроконтроллер, смотрите, какой он тут? F413. Я не понимаю, зачем такой большой, мощный и жирный микроконтроллер, как по ножкам, так и по своей мощности. Вот что он здесь делает, непонятно. SIM868, я не сильно знаком с этим модулем. Есть один выход на антенну, распаянный на SMR разъем. Как видите, можно переставить перемычку и подключить место для подпайки внутренней какой-то керамической антенны. И у этого модуля есть, я так понимаю, что Bluetooth, потому что очень уж антенка похожа на Bluetooth. Бывают SIM800 из этой серии, бывают модули, которые имеют Bluetooth на борту, и его можно использовать там или для конфигурирования, или для еще какого-то управления. Ну вот я не вникал в документацию конкретно на этот вот, как его даже назвать, логер или систему мониторинга. Ну вот
Ну, это и куски остались блока питания. В общем-то, схема достаточно такая, она традиционная, ничего здесь особо интересного я не нашел, потому что обвязка, допустим, радиотракта, она целиком построена по даташиту на SIM868. Так, а это у нас USB, который идет на наш микроконтроллер, и я так понимаю, что через него можно как конфигурацию заливать, так и, наверное, можно иметь какой-то доступ к данным, находящимся на карточках, чтобы их считывать. Здесь, кстати, на печатной плате есть место для установки акселерометра, и, скорее всего, предусматривалась какая-то возможность, чтобы можно было смотреть там ускорения, не уходят ли они за какой-то вот, установленный диапазон. Вот я сейчас как раз рассматриваю два модуля сим-карты. Один доступен, второй надо вскрывать корпус. Достаточно неплохое, нормально сделанное изделие. В общем-то, есть на что посмотреть. Сигнализации от Пандоры, их можно любить, можно не любить, но вот надо отдать должное, они всегда изящно выглядят. Когда я увидел, что это DX90 с индексом L, я грешным делом подумал, что это сигнализация с LoRa, которая есть. Это действительно DX90 LoRa. Но нет, как видите, здесь место для чипа, для очевидной установки чипа LoRa или модуля LoRa. Здесь оно пустует, к сожалению. Это правый верхний угол печатной платы. Остается только посмотреть на те мелочи, которые есть здесь забавные. Микроконтроллер здесь, на мой взгляд, слишком жирноват для для сигнализации. Это F412, да еще и VGT, то есть здесь достаточно много и памяти, и оперативной, и флеш. Лично мне непонятно, ради чего такой был установлен большой контроллер. Так, меня интересовал еще связной чип, на чем же здесь построен. И, можно уже даже мелом не тереть. Понятно, что это Silicon Labs C4463 от 120 МГц до 1 ГГц. Такой вот достаточно широкополосный low current transceiver. Он неплохой, ФСК-модуляцию держит. Я никогда с ним не работал. Надо будет когда-нибудь все-таки попробовать взять себя в руки и сделать. Остальное ничего интересного здесь в обвязке и в схемах защиты нет. То есть это транзисторы, как видно, UN 2003. Это на выход всевозможные ключи управления, вот так вот криво стоящий USB разъем для того, чтобы красиво это все смотрелось в корпусе. Так, это номер, непонятно, что здесь и как. Меня дико раздражает, что печатная плата как-то странно бликует под микроскопом, и ее просто невозможно рассмотреть. И да, лоровский чип или лоровский модуль отсутствует здесь. Хотя было бы интересно посмотреть, и я хотел бы посмотреть, что они передают по лоре. Понятное дело, что оно зашифрованное, но тем не менее было бы весьма забавно. И если взглянуть на эту плату, ладно, понятно, внизу тут под процессором USB, блок питания. Это что за группа таких конденсаторов и резисторов? Странная какая-то связка, я так и не понял. Здесь выходы, здесь почему-то под таким странным углом разведен тракт, радиотракт. Не знаю, может быть, они хотели его максимально отодвинуть от лоры. Но лора передает не каждые 5 минут, а достаточно редко. Маленькая кнопочка, ради которой делали даже несколько дополнительных элементов в корпусе. То есть, если взглянуть, весь корпус выполнен достаточно хитро, так он дизайнерский. Тут ребята заморочились, и это не прямоугольные корпуса с закруглениями от Starline. Здесь прямо даже дополнительный элемент, клавиша такая была изготовлена для того, чтобы нажимать на тактовую кнопку, установленную на печатной. Ничего нового, но опять-таки дизайн от Пандоры, да, он интересный, он всегда неожиданный какой. И сегодня мы уже смотрели в видеоролике всевозможные маячки от Starline, и перед нами уже новое переиздание, новое видение, как видите, он более технологичный, это M66.
Здесь все гораздо богаче и приятнее создано. Вот недаром я сказал высокотехнологичное. С одной стороны, это все, что относится к навигации, навигационные модули и связь. И с другой стороны печатной платы можно видеть все, что относится вообще к функционированию этого устройства, как то обеспечение питанием, микроконтроллер, там же стоят модули памяти и прочая обвязка, обеспечивающая его работу. Чрезвычайно достойное изделие. Здесь не самая простая и не самая плохая антенна серокомовская, это для связи со спутниками. Вот можно видеть такой вот связной модуль. По сути, это CC2541, и это Bluetooth. Это самый обычный традиционный Bluetooth от Texas Instruments. А рядышком очень интересно, я никогда раньше такую не видел, вот антенна на диапазон 2,4 ГГц. Я вот пластиковый каркас, на котором явно нанесен там напылением или, может быть, намотана медная вот такая вот жила. Действительно, мне очень нравится, что эта антенна, она как бы установлена сверху печатной платы, она припаяна однозначно. Здесь же разъем есть баллон для согласования. Но вот антенна меня, честно говоря, заинтересовала. Надо будет поискать такие, это интересно. У нее должны быть весьма неплохие характеристики с тем, что ты ее не печатаешь, она не занимает места на печатной плате. Так, ну вот это Bluetooth, я не знаю, для чего он используется, для конфигурирования или нет. Здесь собран маленький блок питания, это LM43 603, да, она выдает, значит, 3 ампера, степ-даун, такой вот преобразователь очень неплохой. Вот, ну, вполне понятен выбор, у него, по-моему, от 36 вольт, точнее, 36 максимальное напряжение. Дроссель вполне себе закрытый, не будет из него особого. И вот мы видим TJ1042, это CAN трансивер. И вот с обратной стороны, то есть USB разъем находится на другой стороне печатной платы, есть здесь небольшие схемки защиты. Вот это, что так интересно оформлено с дросселем, я не понял. Ну и микроконтроллер. Ну вот абсолютно вот грамотный человек разводил это. STM32F205, такой вот классический микроконтроллер для автомотив и прочих вот решений. Ну, понятен выбор, и можно сказать только одно: это делал кто-то очень-очень грамотный. Так, вот здесь мне непонятно, что за два чипа стоят справа, а слева это на 128 мегабит CMOS Serial Multi-IO Flash. Это вот производство Macronix, неплохая такая флешечка. Ну и с другой стороны, так, нет, это еще первая сторона печатной платы. Здесь всякая обвязка, всякие схемы защиты. Вот можно наблюдать трехцветный светодиод. И однозначно для отображения состояния. Я, правда, не видел, как в корпусе он выходит. Ну и радиомодуль. SIM800, сказать тут нечего. Классика. Меня поразила антенна. Вот эта объемная керамическая антенна, которая опять-таки, то есть вот кто-то грамотный у Starline, что, видите, антенка керамика поднята над печатной платой, нет никакого влияния. Очень мне она понравилась, надо будет действительно заняться, вот что на Bluetooth, что вот эту керамическую антенну найти, потому что я очень много делаю устройств именно с GSM-модулями, потому что до сих пор это популярно, особенно в регионах, для вот автоматизации, оповещения. И, конечно, меня вот это очень заинтересовало. Мне в целом крайне понравилось, как сделана эта печатная плата, как вообще спроектирован этот конкретно маячок. Вот он в корпусе, традиционный такой вот рубленый корпус от Starline. Достаточно изящно все это выглядит, все в едином стиле. Мне нравится их вообще стиль, дизайн. Никаких дополнительных там мер к защите они не предприняли, но, собственно, это и не требуется. Как говорится, утонуло, так утонуло. Вот, пожалуй, это вот фаворит сегодняшнего моего обзора. Мне больше всего понравился этот модуль.
И вот когда ты совсем гуру в работе с CAN и LIN шинами автомобиля, то становится возможным создание вот таких устройств, как старлайновская Sigma 15. На самом деле это очень интересный такой вот модуль. Они пишут о нем как читающий, передающий модуль. По сути, вот Sigma 15 выполняет интересную роль. Она умеет анализировать состояние дверей, аксессуаров, системы зажигания и вот прочих событий, о которых можно узнать по CAN-шине. И она сочетает, во-первых, она может играть роль иммобилайзера, то есть блокирует запуск двигателя или наоборот его разрешает. А что ей в этом помогает? То есть она подменяет некоторые сигналы в линии, препятствуя запуску, или наоборот создает условия для того. То есть это, конечно, уже интересная вещь. Starline, насколько мне известно, выпускал Sigma для того, чтобы работать с сигнализациями не старлайновскими, а с оборудованием других производителей. То есть просто добавить функцию. Вот. А именно это бесключевой обход иммобилайзера и, собственно, внесение в систему своих функций иммобилайзера. То есть здесь достаточно любопытно. Читается CAN-шина, анализируется событие, анализируется, какой это автомобиль, и база данных этих автомобилей большая. И Sigma корректирует те данные, ту информацию, которая передается по CAN-шине. Да, по корпусу, вот только по этому ободочку и по характерным изгибам можно сразу же сказать, что под этой изолентой нас ждет какой-нибудь из старлайнов. Вот. Много у них модулей, но вот всегда почему-то штамп корпуса подобный. Ну ладно. Модуль вот в современном таком стиле, как маяк М66 сделанный, то есть печатную плату они полностью, я так понимаю, что сменили команду разработчиков. Starline Sigma 15, вот год я, к сожалению, не увидел, вот такая элементы на печатной плате стоят с двух сторон, очень аккуратные, приятные разъемы, мне они безумно нравятся, надо будет начать что-то такое придумывать в своих устройствах. На печатной плате все делится на две части, это блок питания, почему-то с явно паянным конденсатором, всякие цепи защиты и развязки, чтобы по питанию и по вообще входам ничего не прилетело. Ну и, разумеется, микроконтроллер с двумя, вот, TJ1048, это трансивер CAN-шины, вот, собственно, он и работает с CAN, принимает и отправляет туда данные. Это блок питания и пищалка. Уж не знаю, зачем здесь пищалочка нужна. Дальше здесь две микросхемки вот стоят рядышком с USB разъемом. Так, плохо их, честно говоря, видно. Сейчас я попытаюсь каким-то образом их проявить. Ага, здесь понятно. CPC 1117 это то, что я называю твердотопливным реле. И тут мы видим на 32 мегабита флеш-память. Да, и это флеш-память на 32 мегабита. Микроконтроллер с такой начинкой можно не гадать. Это, скорее всего, будет кто-то из F1 серии. Давайте посмотрим, раз уж я за это взялся. STM32F105. Вполне закономерный выбор для такого вот устройства. А на обратной стороне вот здесь видно куча тест-поинтов. Тут и для программирования, и я так понимаю, что для отладки этого устройства. Достаточно удобно, они красиво сделаны. Так. Да, защита от статики USB разъема. Очень плотный, очень хороший, интересный монтаж. Мне нравится, как вот сделаны эти печатные платы. Я, честно говоря, пребываю в восторге. Здесь явно что-то паяли, и я вот понять не могу, откуда такое количество безумного какого-то вот флюса взялось, и почему он не был, собственно, очищен. Ладно, это не предмет данного исследования. И вот интересная микросхемочка. Это не что иное, как TJ1022. Это уже NXP-шный трансивер интерфейса LIN. Вот. Тут получается и CAN, и LIN интерфейсы. И вот это он и есть. Производит его NXP в таком милом, изящном корпусе. Вот. И больше чипов здесь,
каких-то интересных нет, остальное все защита, диоды и так далее, резисторы, какие-то конденсаторы. Достаточно удобно платка ложится в корпус, тут есть и под USB, и вот под пищалочку такие прорези. Фиксируется здесь крышечка на винтах, и вот такой изящный, да, это так вот, так выполнена кнопка. Я был тоже удивлен, да, так выполнена кнопка, прям вот прогибается, да, прогибается пластинка, она такая вот, как бы, как резиновая, но твердая, и можно нажать на тактовую кнопку. Я вообще исследую такие элементы, мне интересно, как кто выходит вот из положения и кнопки к своим устройствам приделывает. Ну вот основное здесь, конечно, это программное обеспечение, загруженное внутрь микроконтроллера. Ну вот и все устройства закончились. Огромнейшее спасибо всем тем, кто смотрел и кому это, быть может, понравилось. Комментарии внизу, и всего вам доброго. До свидания.